Здравствуйте! Добро пожаловать в Лисий Бор. Здесь я занимаюсь ремеслами, рукодельничаю и иногда что-то готовлю. Так случилось, что вся моя домашняя одежда не имеет карманов, а это весьма большой минус. Телефоны и разные мелочи положить некуда, приходится носить в руках, и получается, что руки всегда чем-то заняты. Пару лет назад я частично решила эту проблему, сшив вот такую сумочку, но с ней ходить было не совсем удобно. Сумочка все время перевешивается вперед, путается при работе в саду, ее постоянно приходится поправлять и откидывать назад. В общем, не то, что мне было нужно. И вот, погружаясь в изучение исторического костюма, я наткнулась на карманы. И подумала, то, что нужно. Действительно, привязал на талию, и никуда он не денется. Условно их можно разделить на два типа. Первые – европейские. Они носились под платьями, обычно парами. Их было не видно, но, судя по музейным образцам, их все равно обильно украшали вышивкой. Ведь даже такой небольшой и незаметный аксессуар должен был радовать хозяйку своей красотой. Второй тип карманов, который я выделила – старинный русский женский аксессуар лакомник. Все статьи в интернете сходятся на том, что прямое его назначение – носить лакомство – пряники, конфеты, что-то сладкое. Отсюда и его название. Да и предметом он был чисто женским. В книге «Костюм в России 15-го начала 20 века» из собрания Государственного исторического музея пишут, что такие карманы имели довольно позднее происхождение и связаны с городским влиянием. А в книге «Крестьянская одежда населения Европейской России» говорится, что лакомники служили не только для украшения, но и для практических целей. В них держали иголку с ниткой, деньги, а иногда небольшой завтрак при уходе на работу в поле. Но мне кажется, что эта тема достойна и дальнейшего изучения. А пока я решила сшить карман по образцу европейских. Сначала я хотела нарисовать свою выкройку и придумать свой рисунок вышивки, но столкнулась с муками творчества. А потом решила, зачем я буду изобретать велосипед? Ведь есть же в изобилии выкройки с рисунками вышивки. Я нашла тот, который мне показался более интересным, и распечатала его. В качестве основной ткани решила использовать лен, который мы когда-то давно красили с подругой березовыми листьями. Дальше казалось все просто, но не тут-то было. Рисунок я переходила через копировальную бумагу. Проведя по нескольким первым линиям, я проверила, рисунок переводится. Но когда я сняла выкройку и копировальную бумагу, оказалось, что линии почти не видны. Копировальная бумага оказалась слишком старой и потеряла все свои свойства. Я так огорчилась, что даже не стала снимать. Линии, которые все-таки были видны, я обвела маркером для ткани, а остальные дорисовала, приложив ткань и выкройку к окну. В конечном счете рисунок все-таки был переведен на ткань, и я готова была вышивать. Со школьных времен это мой третий вышивальный проект, то есть я вышиваю примерно раз в 7 лет. Вот такая я вышивальщица. Поэтому все немного растянулось во времени. С конца февраля мы успели застать и тепло под 30 градусов, и новые метели. Но долго ли, коротко ли, а вышивку я закончила. И какое это невероятное чувство, когда обрезаешь последнюю нить и снимаешь работу с пялец. В этом мне помогает верная помощница – отвертка, иначе барашек на пяльцах откручивать трудно.
Все почти готово, осталось только сшить детали верха и подкладки. Со всех сторон я оставила припуски по 5 мм, а сверху 1 см для пришивания пояса. Для оформления кармана я решила использовать зеленый атлас, пришив его изнаночной стороной. Разрез и края обрабатываю косой бейкой. Пересмотрев множество видео в интернете, я попыталась сделать все, как рассказывают мастера, но получилось не очень хорошо. С обратной стороны я пришивала косую бейку ручными стежками. И вот, наконец, можно полюбоваться готовым кармашком. Определенно мне нравится результат, и я считаю, что ни разу не ошиблась с выбором вышивки и оформления. Благодарю за просмотр.